Самый простой способ сделать экран загрузки в Roblox. Готовая модель будет в моем Discord сервере, его можно найти по этому QR-коду, либо в описании под видео. Поставь лайк и сделай, чтобы кнопка подписаться была серая. Сначала нужно добавить в стартер GUI Screen GUI. В Screen GUI мы меняем значение Core UI на Device Save, чтобы экран загрузки выглядел нормально на каждом устройстве. В него мы добавляем фрейм Time Anchor Point .5, чтобы сделать сразу по всем сторонам. Здесь мы пишем 1. И у нас автоматически подстраивается под весь экран. Тут меняем позицию на .5, чтобы отцентровать по экрану. Меняем его цвет. Добавим frame text label. Это будет наше название для игры. Потом через скрипт мы все это настроим. Тут мы убираем прозрачность. Ставим anchored point на .5. Лейбл можно не менять, в принципе, меняем цвет только на белый. И текст scale это обязательно, чтобы текст стал под весь текст лейбл. Тут мы его меняем, куда мы хотим его поставить. В принципе, можно и так оставить его. Меняем название текст лейбл на текст лейбл name и скопируем его. Только здесь мы уберем name и просто ставим текст лейбл. Тут будет писаться процесс нашей загрузки. Потом текст будет автоматически меняться под то, что он загружает в этот момент. Текст мы передвинем вниз, скопируем этот фрейм, добавим сюда. Тут, в принципе, можно все убрать. Размер фрейма сделаем меньше. Это будет наш прогресс-бар. Его мы ставим туда, куда нам удобно. Меняем его цвет на белый. Тут уже по желанию добавляем мой корнер, чтобы просто сгладить края. Ставим 1, клонируем его и добавляем в этот же фрейм. Растягиваем под его размеры. И здесь главное, меняем anchored point time у x на 0, чтобы наша загрузка никуда не съехала. Перетягиваем на край. Меняем его название на frame bar. И у этого фрейма меняем на frame progress. Тут уже меняем цвет, на тот, который вы хотите. Я поставлю, допустим, зеленый. Наш screen GUI, меняем ему название на loading screen. Мы его убираем в replica storage. Заходим в starter player scripts и добавляем локальный скрипт. Сейчас мы будем уже настраивать сам скрипт, чтобы он автоматически при заходе игрока добавлялся к нему в starter GUI и запускалась плавная загрузка. Сначала мы найдем игроков, players, game get service players. Теперь replica storage, пишем rs равно game get service replica storage. Добавим content provider, game get service content provider и twin service, game get service twin service. Дальше мы добавим игрока, это player, мы его берем из players.local player и сразу добавим player GUI. Он находится через плеера, find first shield и player GUI. Сейчас мы укажем, откуда будет клонироваться наш screen GUI. То есть экран загрузки. Пишем local, loading, и из replica storage мы будем клонировать наш loading screen. Добавляем loading GUI, пишем loading clone, чтобы его клонировать. И пишем loading GUI.parent равен player GUI, чтобы добавить screen GUI именно к игроку. Дальше мы будем уже заниматься именно настройкой самого фрейма, который отвечает за нашу загрузку. То бишь это наша загрузка. В принципе, как оно будет выглядеть и что будет работать. Пишем main frame. Тут мы найдем наш фрейм, то есть вот этот самый главный. Пишем loading GUI, white for shield и наш фрейм. Дальше progress bar. Здесь мы уже будем искать в main frame наш frame progress. И в нем мы найдем frame bar. Добавляем name label. Тут будет наше название игры. Это будет text label name. И последнее наш статус, то есть в котором будет писаться это вот этот текст лейбл. В нем будет писаться то, что именно сейчас загружается. Пишем статус label равен mainframe.text label. Name label.text. Тут мы пишем уже название нашей игры. Допустим, пускай будет name game. Вы можете написать сюда любое название, оно будет отображаться в text label name, и там будет показываться именно то, что вы здесь сейчас напишете. Progress bar.size udim2.new и пишем 0, 0, 1, 0. Дальше мы будем собирать все ассеты, то есть то, что мы будем проверять во время загрузки, чтобы оно прогрузилось. Local assets. Тут ставим такие скобки. Дальше мы пишем то, что будет автоматически загружаться во время того, когда игрок зайдет в игру. For, нижнее подчеркивание, запятая, obj, in и pairs, workspace, get distance, пробел. Тут мы пишем if obj, isa, и тут мы пишем mesh part. И дальше все точно так же, как и я пишу. Тут вы можете дополнить по своему желанию все, что вы хотите. Пишем table.insert assets, запятая obj. Добавим сюда local total. Это нам пригодится чуть позже. Решетка assets. Это нужно для того, чтобы взять все, что есть в assets. Local
loaded равен 0. И заранее тоже напишем все остальное. Local start time будет tick, то есть именно в этот момент. И local минимальное время загрузки мы пишем min load будет 4 секунды. Дальше мы пишем функцию для нашего бара, который именно в прогресс баре. Не тот, который белый, а тот, который зеленый, чтобы он двигался. Пишем local function update bar в скобках прогресс twin service create прогресс бар twin.info.new в скобках 1, enum async style кубик. Тут вы можете выбрать любой стиль, но я выберу кубик. Enum async direction out. В таких скобках мы пишем size. Привет, если ты это смотришь, то тут не soz, а size, потому что пока я это писал, я допустил небольшую ошибочку. Вот. Видео пока что это монтируется, но вы уже видите это в полном комплекте, поэтому исправьте вот эту ошибку, вместо soz напишите size и продолжаем. udim2.new, открываем скобки, пишем прогресс, 0, 1, 0 и play. Функция наша готова. Дальше мы делаем именно нашу загрузку и ее отображение в text label. Пишем for I, asset in pairs, в скобках assets, пробел. Тут мы пишем в нашем status label.text то, что у нас загружается. Равно loading, двоеточие, пробел, две точки, asset.class name. После лоудинга будет писаться то, что в этот момент загружается. Content Pro, preload, async, такие скобки, asset. Дальше добавляем loaded плюс равно 1. Добавляем локально progress, loaded, деленный на total. И update bar. В нем мы пишем прогресс. Добавляем небольшую задержку в виде 1/100 секунды. Теперь мы сделаем проверку минимального времени, то есть min load. Это у нас стоит 4 секунды. Local elapsed равен тику минус start time. If elapsed меньше минимального времени, то есть наш min load, пробел, пишем local rem равен минимальному нашему времени минус elapsed. Тут мы будем вызывать нашу функцию update бара, пишем в нем 1, и в status label мы будем писать то, что загрузка заканчивается. Пишем loading completed и добавляем task white, в нем мы пишем наш rem. В обратном случае, то есть после else, мы пишем update bar 1, берем отсюда status label, добавляем его сюда и добавляем небольшую задержку в виде 50. Нам нужно добавить анимацию окончания загрузки. После его окончания, после всей прогрузки, уходил плавно вниз. Local screen равен mainFrame.absolute size по y. Пишем local slide twin равен twin сервису нашему, создаем. Тут мы пишем mainFrame, twin info new, в нем мы пишем .8, enum async seed и будет наш кубик. Также пишем enum async direction .out. Ставим запятую, открываем такие скобки, в них мы пишем position равен mainFrame.position плюс udim2.new, и тут мы пишем 0, 0, 2, 0. Двойка означает, насколько фрейм уйдет вниз после окончания загрузки, то есть на 2. Это в принципе оптимальное значение, поэтому можете его оставить, либо сделать так, как вам удобно. Slide twin.play. Теперь пишем небольшую задержку, task white 9 и loading GUI destroy, чтобы удалить по окончанию загрузки. Теперь можно заходить и проверять, как это работает. Заходим в игру и не работает. Ага, но в принципе я нашел, почему не работает. Находим эту строчку 34 и у нас тут где это? Вот она у нас. У нас тут вместо size написано soz. Все, исправили. Теперь заходим в игру. И все, наша загрузка работает. Спасибо за просмотр. Если тебе это видео показалось полезным, поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропускать нового видео. Также у меня есть собственный Discord сервер, в котором мы активно общаемся и также публикую все модели из видео. Пока!